Тройка свежих, вкусных и универсальных салатов из сезонных продуктов. Они подойдут под любое основное блюдо. В ход пойдет морковь, капуста, свекла, сельдерей и еще кое-что. Рецепты очень простые и хороши на каждый день, так что продолжайте смотреть, если тема вам интересна. Чтобы сохранить себе эту подборку на будущее, ставьте лайк. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и сегодня я предлагаю вам приготовить 3 простых салата для самого несалатного времени года. Я решила, что в этих рецептах я буду использовать только сезонные продукты, то есть то, что можно купить в овощном отделе. Я не буду использовать какие-то консервы, например, кукурузу или заморозку. Конечно, заморозка отлично спасает от однообразия в холодное время года, но даже используя только сезонку, можно приготовить потрясающе вкусные салаты. Для первого салата возьмите крупную морковь, 150 граммов корня сельдерея и 1 сладкое яблоко. Сладости и сочности добавим при помощи зерен граната, а заправка будет состоять из 3 столовых ложек растительного масла, у меня оливковое, 1 столовой ложки лимонного сока, 2 чайных ложек французской горчицы и 1 чайной ложки меда, а также соли и перца. Заправка. В банку влейте масло, лимонный сок. Добавьте горчицу и мед. Всыпьте щедрую щепотку соли и свежемолотый перец, черный или смесь на ваш вкус. Плотно закройте банку крышкой и интенсивно потрусите ее, пока заправка не превратится в эмульсию. Ее вы можете сделать заранее, пускай ждет в холодильнике. Теперь основные ингредиенты. Вооружитесь крупной теркой, ну а я своим шустриком-комбайном. Устанавливаю насадку с крупной теркой и вперед. Сперва натрите корень сельдерея. Раньше я терпеть его не могла, а в этом салате обожаю. И в солянке, которая вышла как раз перед этим видео. Затем натрите морковь. Теперь удалите сердцевину из яблока и очистите его от кожуры. В этом салате нужна сладость яблока, а вот текстура кожуры будет лишней. Яблоко нужно тоже натереть на крупной терке. Отправляйте овощную смесь в удобную для смешивания глубокую миску. Влейте в салат ранее приготовленную заправку. Перемешайте до равномерного распределения. Вкус заправки идеально дополнит сладкие, яркие вкусы сельдерея, моркови и яблока. Наконец, финальный штрих, который придаст фруктовой сочности и сделает текстуру салата более интересной – гранат. Добудьте из спелого плода пару горстей зерен граната и, разложив салат по тарелкам, посыпьте блюдо зернами сверху. Очень аппетитно и вкусно. Друзья, напоминаю, что на моем канале есть 2 больших видео с рецептами салатных заправок. Вы даже можете не заморачиваться с набором ингредиентов. Заправки интересные сами по себе. Берете обычную капусту, заправляете ее по-разному и будет круто. Ссылка в описании, обязательно заглядывайте. Для второго салата возьмите по 150 граммов белой и красной капусты, моркови и редьки, а также 3 стебля зеленого лука для свежего вкуса. Главная изюминка салата – поджаренный арахис 70 граммов. Для заправки потребуется 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка лукового порошка и половина чайной ложки сушеного чеснока, а также соль и перец. Готовим заправку. Все предельно просто и быстро. В банку влейте масло, лимонный сок. Добавьте соль, луковый порошок и сушеный чеснок, а также перец по вкусу. Закройте банку крышкой и хорошенько потрусите до объединения. Порубите поджаренный арахис. Нужно получить неоднородную крошку, чтобы в салате попадались и мелкие, и крупные кусочки, которые сделают вкус салата очень ярким, а также сделают интересную текстуру. Порубите зеленый лук. Теперь в дело вступает мой комбайн, или же воспользуйтесь крупной теркой. Натрите редьку, а затем морковь, а потом нашинкуйте белую и красную капусту. Отправляйте овощи в удобную глубокую миску. Добавьте зеленый лук,
Влейте заправку и перемешайте салат. Щедро посыпьте салат рубленым арахисом во время подачи. Для этого салата возьмите одну свеклу, 50 граммов грецких орехов и 100 граммов брынзы, а также 3 веточки петрушки. Для заправки потребуется 2 столовые ложки растительного масла и по 1 столовой ложке бальзамического уксуса и соевого соуса. Первым делом подготовьте свеклу. Тщательно вымойте ее, плотно заверните в щедрый кусок фольги и пеките до мягкости в духовке при температуре 200 градусов. Для заправки смешайте в банке масло, бальзамический уксус и соевый соус. Закройте и потрусите банку до объединения. Соли из соевого соуса и брынзы будет достаточно, поэтому дополнительно солить салат необходимости нет. Грецкие орехи порубите. Для более интенсивного вкуса их лучше слегка поджарить, но лишь слегка. Брынзу разомните руками до состояния крошки. Мелко порубите зелень петрушки. Запеченную свеклу очистите и нарежьте крупными кубиками, размером сантиметра 1,5-2. Теперь смешивание. Отправьте в миску свеклу, к ней добавьте орехи и заправку, перемешайте. Теперь добавьте брынзу и петрушку, перемешайте еще раз. Я заранее отложила понемногу орехов, брынзы и зелени, чтобы уже во время подачи салат выглядел более ярко. Все-таки свекла окрасит брынзу и она станет розовой, а белый цвет сыра и зеленый цвет петрушки на фоне свекольного смотрятся очень контрастно. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Это также сохранит его у вас в профиле, и вы в любой момент сможете отыскать эту подборку и сделать себе вкусно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Нажимайте на колокольчик, чтобы не потеряться. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».